One, two, three. Ho! Ты вот, ты хороший человек, и я тебя люблю. Ты вот, бро, а теперь приготовься! This is reaction time! И я ваш пытливый друг Бьяко 19. И сегодня у нас будет Джеррис Джонсон с треком Kiss from a Rose. Свежачок, свежацкий. Блин, я опять не успел на премьеру. Я хотел сесть с вами, посчитать секунды. 3, 2, 1 и погнали. Но меня в этот момент не было дома на момент выхода трека. В любом случае, я его выпустил в день релиза, через несколько часов. Надеюсь, если я ни с чем не опоздал. И да, если вы не знакомы с Джеррисом Джонсоном, это охрененный артист, один из моих любимчиков, только что, буквально пару лет назад, запрыгнувший в этот поезд хайпа в индустрии музыки, который просто рвет и мечет. Если вы пропустили мои остальные реакции с этим чуваком, советую настоятельно заценить. Во-первых, немножко количество просмотров на этих роликах поднимется. Он это заслужил. Вы на него подпишитесь, я вам обещаю. Ну, в смысле, если вы любите тяжелую музыку. И без лишних слов, погнали. Что-то более мелодичное нас ждет, да? Начало сказочное. Блин, эти бархатные мелизмы. Прям охрененно. Ну, это что-то свеженькое от Джерриса. Ну, сравнивая с его самыми хайповыми работами, скажем так. Красиво, пипец. Йоу! Блин, вот я балда тупая. Короче, тречок не новый. Это просто официальный клип вышел только что, да? Но проблема, в том, что я тречок знаю, я добавил его себе в плейлист и уже слушал достаточно раз для того, чтобы привыкнуть к нему, но я не скажу, что я заучил его наизусть и прям заслушал до дыр, поэтому я с удовольствием наслажусь этим реактом. Просто я забыл, что у этого трека было такое название. Мне, в принципе, было пофиг на название трека. Я просто слушал его в списке треков среди своего плейлиста, но да, это облом. Я думал, что-то новенькое, прям свеженькое. Но нет. Ну, я максимально честен с вами. Тречок я слышал. Я его достаточно хорошо знаю. Но это не помешает нам кайфануть. Блин, это так красиво. Тут, кстати, есть некоторые изменения по сравнению с визуалайзером, который я видел и слышал, само собой получается. Потому что начало трека было прям незнакомое. Хотя, может, это моя память. Я очень настоятельно рекомендую обратить внимание на то, как строятся вокальные линии мелодии в куплете. Он использует максимально попсовые конструкции, которые уже знакомы слушателю, но делает их настолько непредсказуемыми. То есть конструкция, которую ты слышишь, она кажется знакомой, и ты думаешь, вот плагиат, и потом сразу меняется, и следующая строчка так же, и следующая так же. И вокально он использует очень сложную технику, сложный метод пения, скажем так, да, потому что постоянно запрыгивает на высокие ноты и спускается на низкие. Разница между как бы спектром, да, диапазона и позиции, в принципе, голосовых связок очень большая, и так спеть чисто и грамотно не каждый может. Это очень-очень такой показательный левел, и он выпендрился на самом деле, и выпендрился очень круто в этом треке. My eyes become large and the light that you shine can't be seen.
И он постоянно меняет технику. Блин, тут определенно больше агрессии. Либо я тупой. Настолько. Нет, блин, этого точно не было в версии, которую я слышал. 100 пудов. Блин, это так красиво было. Чувак реально меняет технику пения через практически каждое второе слово. Это и сами конструкции в треке сложные с точки зрения именно мелодии, да, как она построена. И, блин, перескакивать с техники на технику и так вот круто это все гармонировать друг с другом. Это просто охрененно. И у меня задник висел до сих пор, да? Блин, что за день такой? Облажался и потом еще раз. Надеюсь, это был последний. Это, если что, для баланса белого на камере. Неважно. Затюнено было, бесит. Но было достаточно высоко и пипец как странно. В хорошем смысле. Я, кажется, слишком много болтаю. Какой охрененный проигрыш я пропустил. Напомнил Брайана Адамса в момент. Это шедеврально круто. Блин, я принимаю, я прямо говорю и заявляю, что я как бы уже фанат, да, это очень редкий случай, когда я вот прям зафанател сразу после второго релиза, который я услышал от этого чувака. Ну, то есть, ладно, после третьего. После второго я точно понял, что я за ним буду определенно следить. После третьего я такой, блин, я твой фанат, чувак. Это очень редко происходит у меня. Вот прям фанат-фанат, чтобы было желание следить за человеком как за артистом, за другими материалами, которые он выпускает и так далее. То есть,
у меня это реально редко. Я обычно слежу только за релизами, за треками, то есть так, чтобы следить за артистами, прям, зачастую не бывает. Так только с NF и там максимум с Дэнни Уоршнапом из Asking Alexandria. Даже за именем не слежу, но не суть. Я понимаю, что могу быть предвзятым, но думаю, это достаточно объективно сказать без страха и сомнений, что это было шедеврально. Я не говорю, что сам трек шедевр, но работа шедевральная, претендующая, как минимум, объективно, размысливая о работе, быть шедевром в целом. В любом случае, пишите свое личное мнение в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Но плюс этой реакции в том, что, несмотря на то, сколько раз я переслушивал этот трек, у меня никогда не появлялась мысли, а надо зайти-ка почитать текст, и я это и сделаю сейчас. Йоу. Блин. Это так красиво. Обалдеть. Насколько поэтично начинается и заканчивается трек, насколько этническое и сказочное было звучание, настолько же прозаично написан текст. Это просто реально какая-то сказка. Короче, там была башня на берегу моря, сидеющая башня, да, как он ее называет, то есть тлеющая старая башня, которую он называет graying, то есть сидеющая, и потом он эту башню в треке называет grey, да, то есть серая. And you became the light on the dark side of me. Ты стала светом на темной стороне меня, то есть ты осветила мою темную сторону, узнала то, чего не знал до этого никто другой. Love remained and a drug that's the high and not the pill. И любовь превратилась, любовь как бы свершилась, и она не собиралась никуда уходить, да, и превратилась в наркотик, который больше, чем просто какая-то пилюля, да, то есть больше, чем любой другой наркотик, который ты можешь купить, скажем так, да, или приобрести любым другим способом. But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? Но знала ли ты, что когда идет снег, мои глаза становятся больше, и свет, которым ты сияешь, невозможно увидеть? Тут, по-моему, отсылка к наркотикам. Я не буду конкретизировать. Те, кто понял, не хвалю за это, но те, кто не понял, еще лучше. Но в любом случае, я думаю, вот эта вставочка, которая не раз повторяется в треке, она именно про то, что когда я отхожу от вот этой светлой стороны, от того, к чему ты меня ведешь, освещая мою жизнь в целом, я начинаю забывать твое присутствие в моей жизни, да, то есть подсознание блокирует в принципе знание о тебе, и такое ощущение, что я больше не могу с тобой контактировать никогда, не могу пообщаться с тобой, увидеть тебя, или ты там скрываешься. В общем, чувак реально очень красиво, поэтично расписывает то, насколько хреновой была его жизнь и насколько хреновой она может быть, если он не будет ценить девушку, в которую влюбился, настолько сильно, что ему самому захочется быть вот этой светлой, освещенной стороной для нее. И, кстати, про башню, почему я подметил, что Graying Tower, да, сидеющая башня, в процессе дальше будет называться просто Grey, серый. Baby, I compare you to a kiss from a rose on the grey. Я думаю, я не уверен, но я думаю, что эта строчка значит именно я сравниваю тебя с поцелуем розы на серой башне, да, на сидеющей башне. Но я могу ошибаться, потому что я не знаю другого значения для слова grey. Если это что-то литературное, неиспользуемое в обыденности, и у вас есть какая-то информация об этом, пожалуйста, напишите в комментариях, мне очень интересно. Я всегда тащусь по таким отсылочкам в языковых аспектах.
Дебрях, да, вот. Достаточно уместное слово. Короче, охрененная работа. Я очень-очень рад, что я лоханулся и сделал реакт. Решил сделать реакт, потом понял, что я слышал этот трек. Но я слышал не этот трек, я слышал другую версию. И дайте я зайду на страничку Джерриса и быстренько проверю для вас, для того, чтобы вам тоже было понятно, что это вообще было до этой работы. Блин, я все-таки лоханулся третий раз в этом ролике, охренеть. Нет, это новый трек. Да, я был полностью неправ. А почему у меня была ассоциация? Потому что у него есть еще одна такая балладная, скажем так, песенка, да, спокойненькая, которая называется «Джон», по которой я тащусь, и она тоже реально очень охрененная. И я думал, что это она. Но «Kiss from a Rose», почему изначально мне показалось незнакомой, а потом я понял, что я это слышал, потому что я видел шорт до релиза этого трека. Я тупой. Чтоб не лажать дальше, если вам понравилась моя реакция, не забудьте поставить лайкосик этому видосику, затыкайте там его до смерти, отметьте кнопку подписки как следует, чтобы ей мало не показалось, и пните колокольчик, он это тоже заслужил. Если у меня получилось поднять вам настроение, вы захотите поднять мне его в ответ, угостив меня чем-нибудь, ссылочки на то, чтобы это сделать, на Donation Alerts и Boosty в описании данного ролика. Всем заранее огромное спасибо, и да, не забывайте про мой инстаграм, про мой тикток, просто напоминаю, это даже не намек, и всем спасибо за просмотр, увидимся снова в следующем арти-ролике.